Всем привет, дорогие друзья! Спустя небольшой перерыв, который был связан с различными важными делами, я возвращаюсь к нашей с вами любимой игровой индустрии и созданию видео. Сегодняшний ролик я хочу посвятить разбору нового геймплей-трейлера нашумевшей о себе игре Starfield, что показали на презентации Xbox и Bethesda Showcase 2022. Если вы кушаете или просто попиваете чаек, приятного вам аппетита и просмотра. Я начинаю. Сразу говоря, мои впечатления и реакция после просмотра данного геймплей-трейлера были весьма позитивными. Местами появлялось некое удивление с вопросами «Серьезно? Настолько?». В общем, давайте посмотрим трейлер вместе и изучим его интересные моменты. Если что, ссылка на полный 15-минутный трейлер будет в описании. Первые 2 минуты были вступительные, где рассказали о том, что в этот раз в новом проекте от Bethesda нам предстоит исследовать бескрайний космос. И сразу же предложили посетить Луну под названием Крит. Здесь же сразу стоит обратить внимание на дату. 7 мая 2330 года, по солнечному времени. Спустя мгновение мы видим робота, что находится рядом с нами. Такие роботы будут помогать нам в исследовании планет и, возможно, даже служить мобильным переносчиком багажа. Кроме этого, в игре будет вид от третьего лица и первого лица. Вы это увидите чуть позже. Что касается костюма, то наш с вами скафандр будет оснащен разными приборами и специальными гаджетами. К примеру, сканеры, которые помогут нам опять же исследовать планеты, новые регионы, растительность и живность, которая на них обитает. При использовании данного сканера и изучении какого-то предмета мы будем видеть подробности об этом объекте и окружении рядом с ним, а также процент исследования того или иного конструкта, что находится у нас на исследовании в данный момент. Кстати, что касается интерфейса или же HUD, с первых моментов геймплея можно увидеть, что в нижнем левом углу также присутствует показатель температуры, компас, процент гравитации, есть ли кислород и некая весовая механика элементов, которые меняются в зависимости от той или иной ситуации. Ну а справа же интерфейса все по старинке. Оружие и другие полезные гаджеты нашего снаряжения. Ну и также не забываем про показатели здоровья. На каждой планете разная живность. К примеру, на Луне Крит, которую мы с вами сейчас изучаем в данный момент на трейлере, нам показали небольших существ с панцирем на спине, что возможно из разряда дружелюбных существ, потому что особо никак не реагируют на нашего с вами персонажа, а также каких-то сталкеров, что похожи на скорпионов. Вот они уже при виде нас становятся в боевую стойку. Флора и фауна по-разному насыщена на той или иной планете, а это значит, что мы с вами увидим действительно много интересного и разнообразного. Естественно, мы будем добывать ресурсы, которые используются для крафта предметов и снаряжения. К примеру, для добычи металлов используется специальный плазменный резак. Кроме нас, животных и различной живности на планетах, будут встречаться пираты-мародеры из Алого флота, или же, к примеру, как звучит на английском их корабль, Crimson Fleet Ghost. За любой движ мы будем получать очки для прокачки, к примеру, за ликвидацию этих пиратов, исследование новых локаций и так далее. Что касается боя, то он выглядит достаточно эффектно, как для боя при небольшой гравитации в помещении, именно в данный момент, как на экране. Во время выбора оружия присутствует замедление. Это дает время обдумать план действий и сделать некий выбор, что же делать дальше. Во время исследования космических станций и не только, можно будет наткнуться на замкнутые сундуки. Здесь нам поможет механика взлома, что благо есть в Starfield. У нас с вами будут отмычки и определенные навыки взлома, которые мы будем прокачивать. Например, в трейлере нам продемонстрировали оружейный кейс с уровнем взлома новичок. А это значит, что будут и другие разные уровни сложности взлома того или иного замка. Сама механика взлома построена, как я понял, так. У нас есть колесо, в котором установлены промежутки. Под эти промежутки нам нужно подогнать данные нам элементы вокруг этого колеса, но только так, чтобы они все совпали под свой слот. Скорее всего, даже одновременно. На самом деле, на уровне новичка, я думаю, это будет сделать легко, так же, как и в трейлере. А что касается более сложных уровней, пока не ясно. На пару секунд вернемся к теме боя. Пираты же, скорее всего, будут вызывать подкрепления, которые будут прилетать на кораблях или же добираться пешком. Ближе к середине трейлера нам показали небольшие урывки из сюжета. Столица Новая Атлантида или Новый Атлантис, планета Джемисона. Достаточно большой город и поселение группы космических исследователей, с которыми по сюжету мы и встретимся. После того, как мы встретимся с исследователями этой группировки созвездия, мы присоединимся к их компании. Их цель — это масштабное исследование, изучение артефактов. Мы будем помогать им в этом и найдем по сюжету некий артефакт, что на самом деле только один из многих таких, разбросанных по всей галактике. Каждый из них
хранить секреты, а если собрать их воедино, это будет какая-то масштабная тайна, которую как раз таки нам придется разгадать. Но как мы уже поняли, нам с вами будут мешать пираты из Малинового или Алого флота. Это люди из других поселений, у которых совсем другие приоритеты и планы. Поэтому, кроме изучения загадок и тайн, нам предстоит защищать своих людей из коллектива. И не только людей из коллектива, а всех людей, которые поддерживают наши деяния. Bethesda на презентации указали на то, что это наша с вами история, которую мы создаем сами и принимаем тот или иной выбор как хотим. Создание персонажа. Создание персонажа — это отдельная обширная тема. Настройка персонажа очень гибкая. Есть множество разных настроек, что помогут настроить персонажа как вам угодно. В начале путешествия после создания облика нужно будет выбрать первоначальную ветку развития навыков персонажа. Данный выбор даст нам 3 первичных навыка. Также присутствуют необязательные ячейки для черт характера. У каждой черты характера, что вы установите на своего персонажа, будут как плюсы, так и минусы, но они являются достаточно уникальными. Давайте чуть подробнее про систему навыков и крафта. Навыков добавили очень много. Их можно разблокировать по мере повышения уровня и применять в заданиях и миссиях, на которые вы будете отправляться вместе со своей компанией, или же сами. Так вот, что касается крафта. Крафт будет также очень гибким. Очень много настроек, создания различного оружия и множество модификаций для него. В этом плане Bethesda реально постарались. В плане того, что нам доступно много настроек. Мы можем действительно делать то, что мы хотим. Как крафт, так и настройка своего персонажа. А сейчас поговорим о самом интересном. Мы сможем крафтить и строить собственные мини-базы, аванпосты, на которых мы с вами сможем отдыхать, заниматься различной рутиной. В общем, они будут служить нам мини-домом, лагерем вдали от основной базы. Каждую комнатку и здание мы будем строить отдельно, самостоятельно, что еще раз подтверждает гибкость крафта. В этом же самом лагере мы сможем добывать ресурсы путем постройки специальных автоматических устройств. Получается прям какая-то ферма по добыче ресурсов. Во время путешествий по планетам мы повстречаем различных людей, которых мы сможем нанимать для работы на наших построенных базах. Эти люди будут следить за состоянием пунктов, даже возможно за теми самыми фермами, точнее инструментами, что будут автоматически добывать для нас ресурсы. Ну просто если мы будем где-то находиться вообще на другой планете, мы же никак лично следить за ними не сможем. Эти сотрудники нам помогут. Но кроме этого, в эту масштабную крафтовую систему входит крафт кораблей. Как же без этого? Это один из тех моментов, который мне очень понравился. Корабль будет полностью под нашим контролем. Экипаж для корабля мы набираем сами и следим за ним сами. Кастомизация внешнего вида, двигателя, турбин, щитов, вооружение на нем и вообще самого корабля в целом очень обширно. Когда мы вылетаем в космос на своем корабле, это еще одна отдельная тема, которая просто взрывает мозг от этих видов. Честно сказать, полеты и сражения на корабле в космосе выглядят очень клево. Если вы со мной согласны, напишите комментарий. Я читаю все комментарии. Виды с кабины пилота и планеты, которые находятся вокруг нас, выглядят очень эффектно. Визуальная составляющая игры и те же самые эффекты реально неплохие. Если мы перешли на тему визуала, то хотелось бы затронуть пару слов о том, что возможно кому-то может показаться, что игра похожа на No Man's Sky, только на бустах, или же No Man's Sky вперемешку с визуалом Star Wars Jedi Fallen Order. А может для кого-то это сравнение совсем и не сравнение, потому что никак уж не похоже. Кстати, в геймплей-трейлере был момент, где нужно пристыковываться к космической станции. Этот момент мне очень напомнил момент из фильма Интерстеллар. А вы, кстати, смотрели Интерстеллар? Еще раз повторяю, комментарии я читаю. По словам разработчиков, в Starfield будет 1000 планет, которые можно исследовать полностью, побывать в любой точке и месте той или иной планеты. Но знаете, что самое эпичное? Разработчики сделали целую солнечную систему. Это действительно звучит мощно. Но есть одна загвоздка. В момент, когда они сказали, что это не одна система с такими планетами, я немного был в шоке. По их словам, нас ждет более сотни систем, что мы будем исследовать. Звучит слишком широко и слишком круто, я считаю. Реально настолько открытый мир, реально настолько открытый космос, настолько огромный космос для изучения. Это очень масштабно. И я надеюсь, что Bethesda нас не подведет. И проект, когда выйдет, получит достойный рейтинг. Что ж, друзья, вот собственно и все. На этом трейлер заканчивается. Данный геймплей вызвал у меня реально положительные эмоции и реакцию, как вы уже поняли. Ажиотаж на данный проект действительно большой. Очень много людей ждет его. А выйдет он в следующем 23-м году на консоли Xbox, ПК, в Steam и Cloud. Жду твой комментарий и лайк под видео. Я стараюсь ради вас. И кстати, мы уже набрали 11 500 подписчиков. Огромное спасибо каждому, кто подписался и поддерживает канал по сей день. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись, так как на канале часто выходит много интересных роликов. Не забудьте также поставить колокольчик, он поможет не пропустить эти новые видео.
видео. Что ж, огромное спасибо за просмотр. Ждем все вместе Starfield и продолжаем изучать новые проекты игровой индустрии. До встречи в новых видео. Бай-бай.